Здравствуйте, дорогие друзья международного канала Алга Петербург. Меня зовут Саша Карельский, и вы смотрите рубрику «Откровения Саши Карельского». И сегодня, как вы догадались, праздничный выпуск. Он посвящен тому, что молодой, юный, задорный канал Алга Петербург набрал 100 тысяч друзей. Да, этот спич, эта речь сегодня будет обращена исключительно к вам, где мы пообщаемся и подведем, так сказать, итоги года и итоги вот этого большого пути от 0 до 100 тысяч друзей. К слову, хочу сказать, что это наш выстраданный ребенок, у которого есть отец. Я надеюсь, что вы все его еще помните. Его зовут Эхо Петербурга. Об этом канале я сделаю отдельную передачу, потому что день рождения канала Эхо Петербурга 17 февраля, а канал Алга Петербург родился 16 марта. И вот 100 тысяч друзей нам удалось собрать спустя 11 месяцев. И это действительно абсолютно другой канал. Это уже, не побоюсь этого слова, семейный канал, потому что на него приходят посмотреть, пообщаться люди, которым интересен феномен Димаша Кудайбергена. И люди сюда стремятся для того, чтобы обсудить, для того, чтобы узнать какую-то интересную, стоящую информацию. И я рад, что наш канал дает эту возможность собраться людям, причем интересным людям, которые действительно всей душой болеют за феномен и за развитие музыкальной личности, имя которой вы так все прекрасно знаете, Димаш Кудайберген. Ну что, друзья, вот и все. Аллея Димаша в Карелии заложена. На этой аллее первыми красуются 4 замечательных елочки. Первая, которая побольше, это батюшка Спортман. Которая следующая, это Эхо Петербурга. Эхо Питера. И замыкающая, самая юная, но очень перспективная, Алга Петербург. Как я уже говорил, этот ребенок, этот мальчик оказался крепче, чем Эхо Петербурга, и на то есть причины, которые я сейчас постараюсь вам поведать. Разумеется, и канал Эхо Петербурга тоже пользовался большим успехом, но в отличие от канала Алга Петербург, по подписке его смотрели 10%, а на Алга Петербург есть ролики, которые с подпиской смотрят аж до 40%. Что это значит? Это говорит о том, что люди начали нам больше доверять. И здесь, вот на канале Алга Петербург, собираются действительно наши люди, которые с нами заодно, которые идут с нами от начала основания и продолжают это делать. Поэтому, пользуясь случаем, хочу сказать вам большое спасибо за поддержку. Нам очень приятно работать для вас, нам очень приятно каждое утро просыпаться для того, чтобы делать для вас передачи и новости, потому что мы видим отклик и мы видим людей, которым это интересно. И мы на самом деле, не заметя даже сами, вовлеклись вот в эту семью Диарс, хотя раньше к ней не принадлежали. И сейчас мы понимаем, что канал Алга Петербург, как я уже сказал, это семейный канал. И это здорово. Это здорово, что здесь царит такая атмосфера. Потому что если вы почитаете комментарии, то вы убедитесь, что сюда люди приходят за положительными эмоциями. Это отдельный мир, отдельный остров, который я, честно вам скажу, не встречал на других YouTube-каналах. И неудивительно, что этим позитивом ты подпитываешься. И этот позитив дает тебе возможность двигаться дальше. За эти 2 года активной работы наша студия, наш офис превратился в настоящий международный плацдарм, куда стекаются звонки буквально со всего мира. Ваня, почувствовав в себе силы и воскресив свой английский язык, сейчас общается буквально со всем миром. Звонки поступают регулярно. Алло, я иногда даже на него уже ругаюсь, потому что говорю: Ваня, дай мне записать передачу. Они просто не прекращаются. Мы общаемся действительно, вот если не со всем миром, то с большей его частью. Мне кажется, только вот с Африкой пока еще плотно не налажен контакт, потому что у нас есть друзья и из Австралии,
из Соединенных Штатов Америки, из Латинской Америки, это и Бразилия, и Перу, общаемся и с Индонезией, и Италией, и Китай. В общем, с уверенностью могу сказать, что теперь у нас есть друзья во всем мире. Ну и, конечно же, наш любимый и дорогой Казахстан. Мы очень рады тому, что Димаш нас всех сплотил, нас всех объединил, и мы стали большой международной семьей, которой нам интересно жить. И мы, мне кажется, уже просыпаемся вместе, день проводим вместе, и на ночь мы ложимся тоже под музыку Димаша. И мы действительно чувствуем себя как под большим пуховым одеялом, где всегда тепло, уютно и комфортно. И этот комфорт, конечно, создается, как я уже сказал, вашими комментариями, которыми мы зачитываемся. Хоть вы иногда и пишете нам, что вот, читаете ли вы комментарии. Конечно, мы читаем все ваши комментарии, и благодаря этим комментариям мы учимся. Благодаря этим комментариям мы исправляем свои ошибки. Я вот благодаря вам много чего узнал о родном русском языке. Поэтому спасибо, братья казахи, что и поправляете меня в этом направлении. Мы очень здорово относимся к критике, особенно конструктивной, и мы понимаем, что мы несовершенны, мы делаем ошибки, и мы будем делать ошибки. Почему? Потому что мы движемся вперед. А развитие, совершенство, оно просто без этого невозможно. Поэтому очень здорово, что, почему вот я называю Алга Петербург, это канал друзей, что есть друзья, которые не втоптают тебя в грязь, а которые поддержат, подставят свое плечо. И благодаря вот вашей поддержке мы прошли через многое за эти 2 года, и мы искренне говорим большое вам спасибо за вашу поддержку. А под конец года мы и вовсе почувствовали, что у нас самый настоящий международный клуб диерсов. Это произошло благодаря проекту онлайн кавер-концертов Алга Димаш. Вот мне кажется, эта деятельность нас по-настоящему сильно и сплотила, и, что самое важное, вдохновила. Потому что мы вдруг открыли вот некий глоток свежего воздуха, мы почувствовали, что даже в условиях вот этой мировой пандемии есть возможность дружить, есть возможность творить, есть возможность получать настоящие истинные эмоции любви, вот даже находясь в стенах этого офиса. Все-таки творчество и музыка, как говорил Димаш Кудайберген, они безграничны, они рушат все возможные границы и создают мосты. И вы наверняка, кто был на этих онлайн-концертах, почувствовали эти мостики с каждой страной, с каждой семьей, с каждым сердцем того человека, который выступал для вас. Еще раз с уверенностью могу сказать, что качество наших друзей если так можно выразиться, на канале Алга Петербург возросло. И мы чувствуем, что это совершенно другой канал, это совершенно другой уровень взаимодействия. И, конечно, ничего бы этого не было без главного действующего лица, благодаря которому все зародилось и все началось. Это Димаш. И мы честно можем сказать, что мы с него берем пример. Пример с его работоспособности. Пример с того, что человек никогда не стоит на месте. Он все время развивается, он все время находится в движении. И благодаря тому, что Димаш такой активный, и нам интересно вести свою деятельность. И несмотря на то, что Димаш для нас и для вас является певцом номер 1, мы видим, что еще есть поле для деятельности. Есть куда еще расширять популярность. Есть еще вещи, над которыми нужно работать для того, чтобы вот слава и популярность Димаша распространялась. И поэтому мы всегда говорили и будем продолжать говорить о том, что нужно, чтобы о Димаше было много каналов. Нужно, чтобы люди со всех сторон, как могли, его освещали. Кто-то делает реакции, кто-то делает переводы на реакции, кто-то делает передачи, кто-то делает новости, кто-то делает интересные фильмы, обзоры. Все это способствует для того, чтобы творчество Димаша распространяло свое влияние на умы и сердца миллионов людей. Поэтому в этом плане действительно можно сказать, что диерсы — это самая настоящая семья, которой все болеют и радеют за то, чтобы
а Димаш узнал как можно больше людей. И я уверен, что мы все с этой задачей на сегодняшний день пока справляемся на отлично. Ну, давайте немножечко поговорим и о критике, вот, потому что нам приятно, что вы не только нас хвалите, но иногда критикуете. Вот последний из комментариев, который я прочитал о том, что почему вы так мало голосуете в Твиттере или мало голосуете на MTV. Друзья, рассказываю, что мы выпускаем по нескольку фильмов ежедневно, как на канале Алга Петербург, так и на канале Эхо Питера. И вот кинопроизводство – это очень большой временной затрат времени. Те, кто снимает видео, те, кто блогер, наверняка меня сейчас поймут. Потому что от момента создания сценария, то, как это правильно заснять, выбрать ракурс, иногда подводит техника, потом идут долгие поиски монтажа, подбор картинок, потом это все дело нужно еще загрузить на канал, настроить, сделать обложку и так далее. И порой на один фильм может уходить до 12 часов, а то и более. Вот, все в зависимости, да, от размера и от тематики фильма. Поэтому, конечно, не на все хватает времени. Вот, но я считаю, что каждый должен заниматься все-таки своей работой, своей деятельностью. Поэтому, повторю, мы отлично относимся к критике. Ну, пожалуйста, не перегибайте палку. Ну и давайте перейдем к сюрпризам. Мы, когда только зародился канал Алга Петербург, мы пообещали, что как только канал наберет 100 тысяч подписчиков, мы немножечко расскажем о себе. Для тех, кто следит за нами с самого начала, кто был на встрече друзей в Санкт-Петербурге, когда Димаш приезжал со своим сольным концертом в этот славный город, те уже знают, что у всей нашей немногочисленной команды есть семьи. Поэтому, для тех, кто совсем недавно присоединился к Алга Петербург, это будет прям откровение Саши Карельского. Ну, начну с себя. Давайте так, у нас в команде трое. Это я, ведущий Саша Карельский, наш второй ведущий Ваня Червинский и наш замечательный администратор, модератор, человек, без которого мы точно бы не справились, это Михаил. И вот такая команда уже на протяжении 2 лет делает все возможное, чтобы вы были довольны и получали новости, передачи о Димаше в самом лучшем виде. Так вот, все трое мы родились в городе Санкт-Петербурге. Тогда, наверное, еще правильно сказать, в Ленинграде. Вот. На сегодняшний день я 86-го года рождения, мне 34 года, у меня прекрасная жена, 2 детей. Мальчик и мальчик. Старший Иван Александрович, младший Руслан Александрович. У Вани та же самая ситуация, но с небольшими изменениями. Очаровательная жена Полиночка и 2 детишек. Старшая дочурка Ева Мария и младший мальчик. Мальчика зовут Марк. Ах да, забыл, Ваня мой ровесник. Мы не братья, мы друзья. Мой друг, ты уж меня прости за все, что нам пришлось пройти. Мой друг, на повороте дней вижу я все ясней, кто настоящий друг. Ну и самый старший участник нашей команды Михаил. Ему 39 лет, у него прекрасная семья, 2 дочурки. Вероника и Елизавета. Он абсолютно не публичный человек, не любит показывать себя на камеру, но сегодня особая рубрика, поэтому пару фоточек вы все-таки увидите. Бір көргеннен ғашық болдым өзіңе,
еркелеген балдай тәтті сөзіңе, қылығыңмен баурап алдың жанымда. Қарай бердім нұрға толы жүзіңе, пай-пай шіркін, ұмытылмас күн. Пай-пай шіркін, ұмытылмас күн. Как вы поняли, мы отличные семейные ребята. Пока, правда, не многодетные, но все впереди. Ну а сейчас самое время поговорить о планах. А планы у нас самые, что ни на есть, грандиозные. Мы все в мечтах, в творческих идеях, в творческих порывах. И вы даже часто пишете нам такие комментарии, что вот, видим, как ваше творчество расходится по Ютубу. Мы очень рады, что люди берут наши идеи, наши придумки и пытаются их как-то переосмыслить и подать по-своему. Для нас это приятно, что мы задаем тон, задаем стимул, и мы хорошо относимся к тому, что многие придуманные нами форматы люди копируют и внедряют у себя. Почему? Потому что мы сами когда-то начинали с того, что у нас был просто вакуум в голове, и мы не знали, с чего начать. И, конечно, мы тоже заимствовали идеи. Сейчас у нас этих идей хоть отбавляй, и мы рады ими делиться с людьми. Ну и самое главное, мы рады, что наша деятельность стала заразительной. Потому что, еще раз повторю, чем больше каналов о Димаше, тем лучше. Димаш на сегодняшний день это певец номер один, который достоин самых высоких наград, самых высоких премий, самых высоких позиций в чартах и билбордах. И пока нам эта деятельность нравится, мы будем этим заниматься. И я надеюсь, что вы будете с нами, также рядом, будете нам подсказывать для того, чтобы мы двигались в правильном направлении. То, чем мы сейчас занимаемся, искренне интересно, и это нас вдохновляет. Надеюсь, что вы это чувствуете, а я уверен, что вы это чувствуете, потому что отвечаете нам взаимностью. Поэтому предлагаю провести новый 2021 год в творческих порывах, реализаций самых смелых мечт и амбиций. Я желаю всем вам удачи, крепкого здоровья, берегите друг друга и почаще заходите на каналы Алга Петербург и Эхо Питера. Всем большой рахмет! Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда Алга Петербург.